Всех приветствую! Сегодня мы с вами разберем стратегию на 500 тысяч процентов. Расскажу внутрянку, как получилось сделать такое чудо. Расскажу дальнейшие планы по данному проекту. И в течение, соответственно, всего ролика рассмотрим все сделки и, соответственно, расскажу внутрянку. Давайте начинать. Во-первых, откуда, что это такое, как это получилось создать. В своем телеграм-канале я писал о серии индикаторов Autoback Lab, которые подбирают комбинации и вычисляют из них самые лучшие. То есть лучшие комбинации шагом 1000. То есть в один момент за 10 секунд с помощью моих индикаторов тестируется 1000 комбинаций и указанное количество, например, 10, да, выдается в таблице. 10 самых лучших комбинаций. Вот, собственно говоря, здесь есть такие критерии, как чистая прибыль, прибыльность сделок, максимальная длина сделки, количество сделок, take profit, stop-loss и индикаторы. Собственно говоря, это внутренние параметры индикаторов, которые я специально подобрал для того, чтобы повысить точность входов в сделку. Вот, собственно говоря, внутренние параметры индикаторов также прогоняются комбинациями. Сейчас, допустим, у меня включен только индикатор X, да, и, соответственно, определенные диапазоны с определенным шагом, и показываются самые наилучшие критерии данного индикатора, внутренний параметр. Вот. Также помимо этого можно здесь тонко настраивать дополнительные характеристики, в том числе есть фильтры, чтобы сразу же сортировать по определенной прибыли, винрейту или максимальной длине сделки. В общем, такой комплексный, сложный инструмент для того, чтобы отбирать самое лучшее, по которому, собственно говоря, и получаются похожие результаты. Вот. С помощью этого инструмента и дополнительного индикатора Capital Booster, который, собственно говоря, просто включает в себя данные параметры, и отображает сигналы на графике, то есть в виде меток. Собственно говоря, с помощью вот этих двух индикаторов получилась такая система. Систему эту я запустил в своем бэктестере. Бэктестер это тоже комплексный огромный инструмент с множеством функций. О нем вы можете посмотреть на моем YouTube-канале или на той площадке, где вы смотрите, в предыдущем видео. Там более подробный разбор этого всего. И давайте начинать с вами. Посмотрим, какие сделки совершались. Во-первых, по money management здесь берется X10, да, к текущему капиталу. Например, свойство мы заходим исходный капитал на $100. Вот со $100 только мы X10 входим в сделку, то есть на $1000. У нас есть четко фиксированный тейк и четко фиксированный стоп-лосс. Здесь нет ликвидации, есть стоп-лосс. Да, стоп-лосс болезненный, но исходя из этого у нас и получаются такие результаты. То есть здесь 1000%, то есть мы на $1000 входим в сделку. То есть, но в капитале у нас $100 всего. Вот, собственно говоря, первая сделка у нас завершается. Мы зарабатываем 80 USDT, 2,6 дня длилась сделка. Вот, дальше, следующее, 12,5 часов, 146 зарабатываем. Дальше у нас идет стоп-лосс, и мы теряем $100. Да? Дальше идет сделка, у нас мы зарабатываем 183, она длится 3 дня. А здесь как? По, соответственно, предварительной статистике мы можем видеть, что у нас максимальное количество времени нахождения в сделку 17,8 дней, а среднее это 5,5 дней. То есть в среднем наша сделка длится около недели, да, рабочей недели, 5,5 дней, это примерно около 6 дней. Следующая сделка, как мы видим, так быстро пробежимся по графику, рассмотрим вообще все сделки, как такое чудо удалось совершить, сделать. Видим, что вход в лонг закрытие, и тут же практически вход в шорт, и тут же практически закрытие, да. Очень быстрые сделки. И после этого лонга у нас здесь снова еще одна лонговая сделка открылась, и, к сожалению, нас выбивает здесь по стопу. После этого повторно открывается лонг, сделка закрывается. А здесь уже открывается шорт сделка на коррекцию. То есть стратегия подразумевает, что у нас после такого подъема идет коррекция, но, к сожалению, нас выбивает по стопу. Дальше манипуляции мы не трогаем, и после какой-то уже внятной картины мы снова открываем сделку на шорт. Вот она, пожалуйста, у нас закрывается. Мы получаем профит. После этого с небольшим промежутком времени мы открываем лонг сделку после подтверждения того, что у нас действительно дно нащупалось, да, какое-то конкретное обозримое, и на самом пике закрываем лонг сделку. Дальше у нас есть промежуток времени, где у нас нет входа в сделку, после этого мы снова открываем на шорт, да, противоположное направление, и здесь зарабатываем.
Вот здесь у нас получается два стоп-лосса подряд, достаточно болезненных, минус 2122 USDT, минус 1464 USDT, это практически обнуляет наш предыдущий заработок по сделке. И вот я здесь подсмотрел такую штуку, внедрил дополнительный механизм в свою торговую стратегию специально вот именно для такого формата. Я внедрил такую штуку, как блокировка при определенном повторном количестве стоп-лоссов. То есть, когда у нас два стоп-лосса подряд совершаются, у нас, соответственно, блокируется направление. Например, если мы сейчас уберем эту функцию, то у нас здесь дополнительная сделка, вот она в плюс у нас появилась. Но помимо этого мы видим, что у нас в 2,5 раза меньше стал профит. То есть до этого у нас было 500 тысяч процентов, сейчас у нас 206 тысяч процентов. При этом у нас май отрицательный, да, минус 13 тысяч процентов. Вот. И также, если посмотреть по количеству сделок, у нас было прибыльных 20 сделок, стало 21, вот как раз на одну меньше вот эту сделку прибыльно. Но при этом, когда мы, допустим, включаем блокировку, сейчас у нас 13 стоп-лоссов, когда мы включаем блокировку, стоп-лоссов у нас на 4 меньше. Соответственно, мы повышаем процент прибыльных сделок, вот, и тем самым просто в 2,5 раза увеличиваем наш профит. Вот, эту ситуацию, ну, конкретно эту ситуацию мы рассмотрели. Дальше рассмотрим еще одну ситуацию, которая произошла на графике, исходя из которой я, собственно говоря, внедрил такую функцию в свой бэктестер стратегии. Вот, идем дальше. Снова шорт-сделка, чуть-чуть не достали до стоп-лосса у нас. Вот. Благодаря чему, в общем, такие результаты получаются, прежде всего, благодаря автобэктестеру, да, который прогоняет как раз все комбинации возможные и определяет именно тот стоп-лосс, который нам нужен. Вот. Ну, собственно говоря, здесь я брал вот эту вот стратегию с take profit 8, да, и стоп-лоссом 3. Чуть-чуть take profit я повысил уже вручную для того, чтобы максимизировать, да, нашу прибыль и максимальные результаты получить. Вот, дальше у нас стоп-лосс. После стоп-лосса у нас, соответственно, стратегия определяется с направлением дальнейшего движения. Вот, после конкретного подтверждения уже здесь видим, что действительно есть четкое подтверждение. Мы открываем лонг сделку и ее благополучно закрываем. Дальше открываем снова противоположную шорт сделку. И, как мы видим, опять же, до стоп-лосса мы чуть-чуть не достали. Вот, после этого мы все-таки закрыли по тейк-профиту нашу шорт-сделку. После этого быстро открывается лонг, но его выбивает по стопу. Также промежуток времени ждем, определяемся с трендом, и здесь уже практически, да, на следующей свече после самого минимума, вот, мы заходим в лонг-сделку и ее успешно за 16 часов закрываем. После тоже небольшой коррекции снова лонг-сделка, закрываем ее. Вот, после этого у нас флэт, непонятная ситуация, но мы видим признаки того, что мы все-таки пойдем дальше вверх, и здесь у нас открывается лонг-сделка. И вот здесь у нас стратегия немного подтупливает, да, так скажем, открывает две шорт-сделки подряд. Вот, и как раз благодаря механизму тому, который я ввел в бэктестер, вот, здесь мы ушли от убыточного месяца, так как мы здесь еще два стоп-лосса словили на шорт-сделках. Вот. Это, ну, как бы упущение, да, определенное. Вот, соответственно, я его исправил с помощью торговой стратегии. Дополнительных фильтров надо будет добавлять в данный индикатор. Только первая моя гипотеза, которую я реализовал в коде, вот, и в инструментах, которые можно использовать. Ну, собственно говоря, дальше больше. И после вот этой вот сделки лонговой здесь вообще просто такая дальше отработка пушечная начинается, что мы забираем просто все движения рынка. Здесь лонг открываем практически на самом минимуме, практически на самом максимуме ее закрываем. Вот, сразу же практически открываем шорт-сделку и закрываем ее также на самом минимуме, снова открываем лонг-сделку, закрываем на максимуме, снова шорт-сделка открывается, закрываем на самом минимуме. И вот, собственно говоря, такие вот подряд сделки нам и делают просто 457 тысяч процентов за последний месяц, июнь. Вот. И сейчас у нас есть определенная сделка, вот, которая у нас открыта в лонг, но до тейк-профита нам еще далеко, и я сомневаюсь, что мы до 114 тысяч с текущих дойдем. Ну, не знаю, посмотрим, как бы сейчас я не провожу теханализ, не гадаю на графике, на кофейной гуще, вот. Но эта сделка меня заставляет сделать дополнительный, соответственно, функционал, перестановка, собственно говоря, take-профита, да,
точнее стоп-лосса в безубыток, но при повторном сигнале. То есть мы видим, что здесь у нас пришли противоположные сигналы. Этот функционал я, собственно говоря, доработаю. И, возможно, я еще больше сделаю профита, нежели с текущих процентов. Вот, на этом мы с вами разобрали, в принципе, внутрянку торговой стратегии на 500 тысяч процентов, как это реально можно сделать со $100, да, со $100 мы сделали по текущему, сейчас тестер стратегии откроем и видим, что, ну, так как у нас сейчас сделка открыта, мы бы, если бы сейчас закрыли сделку, сделали бы $600 тысяч со $100. Вот. Ну а так мы уже зафиксировали профит в 502 тысячи долларов на данный момент. Вот. Такая стратегия интересная. Помимо этого инструмента и этих инструментов для разгона капитала, я долгое время работал над сеточными стратегиями. Здесь можно посмотреть, опять же, предыдущее видео и понять, какой функционал заложен в данную торговую стратегию. Помимо этого, у меня также есть Автобэк Grid Lab, который нам подбирает параметры сеточных стратегий, также их прогоняет на истории графика. А вот здесь тоже также с шагом 1000 можно протестировать огромное количество комбинаций, вот, и определить для себя самые лучшие параметры для сеточной стратегии, вот, которые нам максимизируют прибыль. Помимо этого, здесь в данных таблицах есть такой критерий Final Score, который объединяет в себе 9 разных метрик, в том числе прибыль, просадка и так далее. Все разные метрики, нормализует их от минимальной до максимальной, прогоняет 30 разных итераций с разной генерацией весов, то есть множителем разным для данных метрик, вот, и, соответственно, проверяет на стойкость данную стратегию и выдает нам финальный результат по Final Score, вот, который нам плавнее всего, с меньшими рисками будет, соответственно, предоставлять комбинации с самой лучшей прибылью, да, так скажем, и самыми лучшими, именно, ну, самой лучшей плавностью прироста капитала. Вот, это специально разработанная мною технология для того, чтобы отбирать, помимо просто самых лучших прибыльных, да, самые лучшие по соотношению риск-прибыль стратегии. Вот. Вот такие инструменты. Эти инструменты доступны у меня в клубе. Вот, можете перейти в телеграм-канал в шапке профиля, например, да, и в той платформе, на которой вы смотрите. Вот, переходите, например, в телеграм-канал, и либо сразу же попадаете на сайт, вот, сайт в телеграме. Здесь у вас будут бесплатные индикаторы, которые вы можете получить. Вот, перейти на вкладку «Бесплатные индикаторы», и здесь будут бесплатные индикаторы, ссылки на них, видеообзоры, статьи, по некоторым я писал индикаторам. Вот, можете с ними ознакомиться. Также готовые торговые стратегии. Ну, а все остальные инструменты, которые я показал сейчас, в том числе Автобэк Grid Lab, в том числе сейчас вновь разработанный мною Optimize Lab, да, Автобэк Optimize Lab, и индикатор Capital Booster, все будут доступны в клубе в моем. Вот. Вы, собственно говоря, доступ к этим индикаторам можете получить у меня в клубе. Всем спасибо за внимание. Это не кнопка бабло, это инструмент, который был создавался долгое мною время, вот, в который было направлено огромное количество усилий. Он достаточно сложный, обрабатывает огромные массивы данных и, собственно говоря, выдает результат. Это не кнопка бабло, это просто продукт, который получился с помощью долгих стараний, с помощью долгого времени разработок идей и моего опыта насмотренности в трейдинге, так как я в трейдинге еще с 2019 года, то есть у меня уже 6 лет опыта, 6 лет багажа, и весь этот опыт 6-летний я начал реализовывать в коде для того, чтобы автоматизировать свои идеи, автоматизировать свои торговые стратегии, по которым торговал вручную. Вот, и, собственно говоря, все это доступно в моем клубе. Спасибо всем за внимание, всем профита, поменьше стоп-лоссов, побольше тейк-профитов и меньше просадки. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока.